Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 3. Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Спасибо, что заглянули. Огромное спасибо. Спасибо также за комментарии, за позитивные комментарии. Спасибочки. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих. Вы видите QR-коды, также найдете ссылки в описаниях. Это музыка и влоговый канал. QR-код для телеграм-канала также видите, ссылка в описании находится. Присоединяйтесь, если вы адекватный человек. Добро пожаловать. Обсуждаются различные темы, не только политика. Начиная от огорода, заканчивая, как сделать вино, не знаю, что-нибудь, пожарить вкусненько еще, да. В принципе, нормальное общение идет. Скиньте свою ссылку, ролик, еще что-нибудь, и на это можно снять свой ролик. Ну что, а теперь мы перейдем к теме. Вы догадались по превью и названию ролика уже, о чем пойдет речь. О беженцах. Да, Европа зажимает все хуже и хуже всевозможные лазейки для беженцев, чтобы остаться в Германии. Я сейчас вам поставлю один ролик. Вы послушайте. Украинцы, у меня хорошая новость, о которой вы, конечно же, уже знаете. Какая? Халява в Германии официально подходит к концу. В Северном Рейне-Вестфалии мигрантам отменяют пособия и депортируют. Вот так вот. Вы слышали, да? То, что жестче начинают относиться. Ну а теперь к основному ролику. Адвокат, то есть нас всех отсюда погонят? И интегрированных, и неинтегрированных? Так получается? Ну это, как я понял, написал кто-то ему комментарий. И спрашивает, погонят ли правда всех обратно домой. И он пытается ответить. Как я понял, это адвокат Иванов, так кажется. Я и так иногда посматриваю его. Давайте послушаем, как он ответит сейчас на этот комментарий. А смысл учить было язык, интегрироваться, чтобы что? Можно же было просто тупо сидеть на джобе с 2022 по сей день и путешествовать на ваши налоги. Вот. Они открыто пишут это в комментариях. Сидеть на джопе и путешествовать на ваши налоги. Как им отвечать на такие комментарии? Давайте послушаем, что он скажет. Почему нас обманули? Никто вас не обманул. Слово «временное» есть ключевое «временное». Время закончилось. Чемодан, вокзал, на Гауза. Смотрите, друзья. Во-первых, никто никого не обманывал. Директива 2001/55 ЕС, она не предусматривает получение постоянного вида на жительство и гражданство лиц, которых Германия и другие страны Европейского Союза, исходя из своих гуманитарных целей, пригласили, скажем так, пересидеть, пока в Украине не наступит мир. Ну о чем я и говорю. Временно. Главное, это слово должно быть всегда в голове. Временно. Временно. Еще раз. Временно. Это вы должны четко понимать. Потому что статус украинских перемещенных лиц, которые имеют временную защиту в Европейском Союзе на основании директивы, о которой я говорил, он отличается от статуса беженцев, которые прибыли в страны Европейского Союза и в том числе и в Германию, из стран Африки, Ближнего Востока и получили защиту международную согласно Конвенции о статусе беженца. Да, вот тут идет речь не только о Украине, а идет о Ближнем Востоке и других мигрантах. То есть не мигрантах даже, а те, кто получили временную защиту. Как раз таки в Конвенции о статусе беженца там четко указано, там даже есть статья, в которой четко указано о том, что Германия берет на себя международные обязательства вот этим беженцам, которые уже получили статус и имеют основания, да, доставить в конечной цели их интеграции ПМЖ, это минимум, и гражданство. Понимаете, в чем дело? У украинцев таких привилегий абсолютно нет. Нет. Вы прекрасно слышали. Привилегий таких нет. На этом мы закончим его слушать. Тут долго он будет рассказывать нам всевозможные истории еще. И я нашел еще одну девушку, тоже в соцсетях, блогершу. Она тоже рассказывает про такую же проблему. Давайте послушаем.
Европейцы все-таки устали от украинских беженцев. Пособия сокращают, а власти начинают депортации. Но самое страшное, что беженцы попадают в руки преступников и становятся жертвами торговли людьми. Ох, даже вот так. Например, в Чехии и Германии мужчин уже начали отправлять обратно, чтобы те не уклонялись от мобилизации. Ну стоп. Но это при чем тут торговля людьми? Это на родину, да, на мобилизацию, родину защищать. Все правильно, тут ничего такого нету. А в Польше и Великобритании выявлены случаи мошенничества. Беженцы получали помощь в нескольких странах. Ну, это не новое, да, это не новое. Они в Италии, в Испании, в Германии получали, да. Поначалу ехали, они думали, они хитрее всех, а оказалось, нет. У меня, кстати, ролик вышел, да, как один радовался, как можно прожить столько и как поиметь Германию, а Германия все-таки поимела его. И даже сдавали жилье, которое им предоставляло государство бесплатно, в аренду. Сейчас их вычисляют и депортируют. Европейцы массово недовольны. Налоги и цены растут, а деньги уходят на пособия беженцам. Да, она права, массово недовольны. Все растет, цены. Почему должны кормить, когда есть сколько там, 14, 15, 16 регионов, где нет войны? Можно же жить там. Буковель, много домов, много отелей. Пожалуйста, пускай расселяют. Как и в Германии, социальные выплаты платят и кормят. Все будет хорошо, также там. Там можно все это переждать. Многие украинцы, к сожалению, отказываются работать, а соцпрограммы сворачиваются. Ну, то, что сворачиваются, это и хорошо. Франция, Германия и Польша уже объявили. Пособия будут урезаны, социальное жилье сокращается. Кто не работает, тот не ест. Очень хорошая поговорка. тот отправляется обратно. Но самый страшный кошмар, о котором молчат. Тысячи украинских женщин и детей попадают в руки преступников. В Европе зафиксирован всплеск продажи украинских женщин в сексуальное рабство. Преступные группировки охотятся на женщин, обещая им работу, но превращают их в заложниц. В Германии и Польше многочисленные приюты стали местом вербовки, а особенно страдают дети. Сотни несовершеннолетних украинцев исчезли из лагерей. Они становятся жертвами сексуальной эксплуатации, принудительного труда и даже незаконного усыновления. Европа не справляется с защитой украинских беженцев, а преступники наживаются на войне. Так что же будет дальше? Будут ли массовые депортации? Кто остановит мафию, которая торгует людьми? Пиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Да, ребятки, вот так. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Только не ей, а мне. Все жестче и жестче относятся к беженцам. Ну, я говорю о государствах, да, и социальных выплатах, пособиях. Вот то, что она в конце сказала, конечно, ну, наверное, это есть. Я так глубоко не копал, не смотрел про это. А этом я ничего не могу сказать и не буду об этом ничего утверждать. Также ваше мнение, Гефракт. Правильно ли делают европейские сейчас страны, что урезают выплаты? Но я думаю, правильно, да, если столько обманывать, мошенничеством заниматься, да, сдавать квартиры, которые получили сами бесплатно от социала, да, потом сдавать ее и на этом навариваться. Также в нескольких странах оформлять пособия, выплаты и кассировать, ездить и он путешествовать, как вот до этого сказали, да, сидели бы на жопе и путешествовали на ваши налоги. Ну вот они открыто высказываются. Вот вся суть этих людей, да, кто это высказывается. Ну, о чем вы говорите? Конечно, я за. Пускай урезают, все, под нуль. Кто не работает, тот не ест. Все прекрасно, хорошо так будет. И пойдут, поверьте, найдут-то работу. И за 8 евро пойдут работать, и за 12 пойдут работать. Пойдут, никуда не денутся. Захочешь есть когда. Это мое мнение. Также ваше мнение пишите в комментариях. Будьте адекватными, конструктивными, чтобы YouTube не банил ваши комментарии. Чтобы не доставать их с фильтра оттуда. Фильтрацию не проходят они, да. Спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо. Также не забываем подписаться на этот каналчик. Лайк, комментарий. Всем добра, удачи.